Добрый день. Сегодня в студии с Сердитым Пряником и Михаилом Хрусталевым Сергей Филин и его сыновья Сергей Сергеевич Филин и Александр Сергеевич Филин. Сергей Филин – это легендарный российский артист балета, лауреат премии Бенуа танца, народный артист России, человек, который танцевал в основной труппе Большого театра с 1988 по 2008 год. Чуть позже, с 2008 года по 2011 год, он руководил музыкальной танцевальной труппой театра Станиславского и Немировича Данченко. И с 2011 года по 2016 год был главным балетмейстером Большого театра. Ну, послужной список великолепный, сыновьям тоже есть чем гордиться, они певцы. И это, кстати, будет одной из тем нашего подкаста, потому что перед нами сейчас творческая династия, как говорится. Но у меня первый вопрос сразу. Сергей, скажите, пожалуйста, вы ведь не совсем, скажем так, такой рафинированный балетный, знаете, родился в семье третьего поколения, которое танцевало там еще в императорских балетах. У вас все гораздо проще, ваши родители простая воспитательница, потом домохозяйка, а папа простой водитель. А как в этой семье зародился, если можно так выразиться, главный балетмейстер Большого? Вот, как так получилось-то? Ну, во-первых, всем здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня. И спасибо за то, что вы нас пригласили, обратили свое внимание к семье Филиных. Семейка Филиных у нас это называется. Да. Ну, до того момента, как я стал художественным руководителем балета Большого театра, а до этого художественным руководителем балета театра Станиславского и Немировича Данченко, конечно, это огромный путь. И я должен сказать, что мне повезло, потому что я родом из СССР. Я обычный, простой мальчишка, такой же, как тысячи пацанов, которые росли в то время, когда можно было пить из лужи, из крана, можно было разжигать костры, плавить свинец, можно было управлять трактором, можно было делать... Даже баллончик от газировки бросить. Можно было разжигать костры в лесу, друзья. И никогда никто не задумывался о последствиях, потому что те, кто разжигал костер, те же его и тушили, собственно, и делали хорошо и то, и другое. И я прошел через все, что только мог пройти мальчишка. Мы играли в войнушку, мы играли в футбол, мы играли в прятки, мы гоняли на велосипедах, зимой играли в хоккей. Но наступил тот самый момент переломный, когда нужно было войти в мир танца. Как это произошло? Очевидно, что с самого рождения я как-то иначе слышал музыку, наверное, по-другому, не так, как другие, потому что я, слышав музыку, начинал сразу двигаться, танцевать. То есть я просто танцевал всегда, везде и танцевал подо все. То есть мне не важно было, какого... Тот самый пацан, который танцевал под любую музыку. Да, то есть как бы я сразу считывал характер этой музыки. Если она была народная, значит, я изображал какие-то народные движения. Я не знаю, где я их брал, потому что не так много было вариантов. То есть это можно было либо увидеть воочию где-то, либо это телевизор. По телевизору Напомню к тому времени... нашим коллегам, 2 канала было, 3. 3, вот, я как раз сказал, да, 3 телевизионных канала, которые переключать нужно было тоже не пультом, а нужно было подойти сначала, переключить руками, потом еще 6 раз ударить по телевизору, чтобы восстановилась картинка, потому что она тоже как бы не всегда иногда исчезала, потом возвращалась. Это тоже был такой самодостаточный. С помехами. Ну, это такой самостоятельный процесс, да, но тем не менее телевизоры были грандиозными, и, к счастью, они были. Вот это все можно было увидеть там. Конечно же, выдающиеся певцы, знаменитые наши эстрадные исполнители. И вот, значит, я изображал все эти танцы. Я так понимаю, что параллельно с тем, что я двигался, все родственники, подруги, все люди, которые хоть как-то, так сказать, за этим наблюдали со стороны, говорили моей маме, говорили моим родителям: мальчику надо танцевать, мальчику надо в танцы, мальчику надо танцевать. Но мальчик совершенно не задумывался, что это надо. То есть, как бы мальчик просто это делал. И я это искренне делал, потому что мне хотелось. То есть во-первых, у меня хороший слух. И я очень как бы хорошо слышал эту музыку. Если она была плохая, там, и она мне не нравилась, ну, она не привлекала мое внимание. Но если это была классная музыка, неважно какого она была там характера,
И вот как бы вот так вот танцую, случилось однажды Дотанцевались до балетмейстера. выдающееся выступление. Значит, у наших родственников была свадьба, наши ближайшие родственники, значит, отмечали свадьбу в электроуглях. Ну, это надо понимать, что... А вы из Москвы родом или из... Да, мы из Москвы, мы вообще москвичи, и как бы наше поколение все это москвичи. Это отдельная долгая история, но да, мы все как бы родом из Москвы, и мы, мои прабабушки, и бабушки, и дедушки, и, соответственно, родители. И вот, значит, наши родственники, которые проживали в электроуглях, ну, представляете, это вот свадьба, которую отмечают, справляют вот все электроугли. Это огромная танцплощадка, где, значит, вот все жители электроуглей, огромный оркестр, нарядные люди, значит, все танцуют, это настоящая такая танцплощадка. И вдруг все устали, в какой-то момент разошлись, все опустело, и оркестр, видимо, ну, чтобы взять паузу, стал просто, ну, как бы невзначай фоном играть цыганочку. И вот как бы это был мой выход. Я вышел Я даже не рассчитывал ни на успех, ни на что. Я просто вышел на центр танцплощадки и просто зарядил такую цыганочку, что там, значит, вот все люди, которые, видимо, планировали отдохнуть, они, значит, стояли, мне аплодировали. Я жег, то есть меня прям кураж такой, я думаю, ну вообще... Перло, вот что. Думаю, меня сейчас разорвет от успеха, я даже не знаю, откуда я брал эти движения, какие-то присядки, какие-то прыжки, какие-то, значит, там выкрутасы. Но это был такой успех, что, наверное, вот была свадьба, а потом, значит, второй успех был у моей цыганочки. После этого, конечно, у меня не было никаких шансов. То есть вариантов не было, да? Да, все настаивали на том, чтобы меня отдали. И меня отдали в ансамбль имени Локтева. Значит, Сколько лет-то вам было? 8 лет. Да. 8 лет уже понял, что нет, я я еще ничего не понял. Дело в том, что это тоже все было... Вообще мама меня очень любит. И любит меня всю жизнь. Она очень внимательна к тому, какой я. Это такая настоящая сильная материнская любовь, когда она не заставляет меня что-то делать, она либо силой какой-то магией уговора, то есть это вот сейчас очень важно к женщинам, которые ну, пытаются, может быть, выстраивать какие-то отношения, а может быть, сомневаются в том, как правильно. Вот я вам могу сказать, что бесполезно заставлять, ребенка заставить невозможно, можно только его заинтересовать или как-то мудро убедить. Вот мама всегда умела меня убедить, она все время умела меня так заинтересовать. Вот. Я совершенно как бы не собирался танцевать вообще. То есть я просто это делал добровольно, бесплатно, на таких как бы вот просто на таких легких началах. Вот. И я не умел плавать, я мечтал стать крутым спортсменом. То есть вот по телевизору прям показывали, знаете, соревнования, вот узкие бедра, широкие плечи, плавки, такой спортсмен, красавец, ныряет, первый всех обгоняет. Вот это должен был быть я. Вот. Но я не умел плавать. Точеные такие. Да, все, да и бог с ними, движения просто такой красивый, такой вот, ну прям вот, я просто представляю, вот я стою, такие у меня вот, да, плавки такие, очки, прям шапочка, я прям вот стою, меня да, в общем, просто... Как же меня перло от этих соревнований, я же пловец, я тоже самое, вот та же самая была. Так вот, меня перло, единственное, что я не умел плавать, и поэтому мечтой у меня тогда было научиться плавать, да. Во Дворце пионеров был, да. Можно вопрос? А вот к младшему поколению, а вообще то же самое у вас было? То есть вас бесполезно было убеждать, и вас папа и мама силой магнетизма или нет? То есть что-то похожее было? Или была вот момент этой цыганочки? Что-то было такое? Ну, я просто пел всегда с детства. То есть, как бы я там мог сидеть, то есть папа все время сидя танцевал? на унитазе, условно, знаете, там даже просто сидеть, петь бременских музыкантов, которых я там смотрел каждую неделю, мне кажется, стабильно. Вот, ну, я не знаю точно, вот папа скажет, сколько раз я пересматривал, наверное, бременских музыкантов. Вот, а потом в какой-то момент я из детского садика пришел домой и сказал, все, я буду петь. И принесли Грэмми. Да. А ты, Сережа? А я, ну вообще я просто танцевал тоже все время как папа, но в балет я всегда отказывался идти, потому что мне не нравилось вот это все трико и так далее. Мы вырежем, этот момент или не надо? Вот оставим, что он не хотел идти в балет, или оставить Как это? можно вырезать трико? Всё. Оно невырезаемое. Вот, и я просто повторял за Сашей, пытался тоже петь, и получалось вроде. Вот, и поэтому пошел тоже в Непоседы, вот в театр-студию, где мы занимались.
А серьезный вопрос можно к вам? Вот тоже сообразуюсь вот с мыслью о классическая музыка, эстрадные певцы, музыка разного рода, хорошая, плохая и так далее. Вас серьезно окружала академическая классическая музыка с детства? Вы много ее дома слышали? Нет, Вы а же у нас- родились в семье у нас главного у родителей балетмейстера. очень крутой вкус музыкальный, который я очень рад, что мне тоже перешел. То есть я не могу слушать плохую музыку. И вот как папа сказал, что он тоже, он если понимает и чувствует на каком-то другом уровне, что это крутая музыка, то мы ее как бы слушаем. Поэтому и дома у нас всегда там Майкл Джексон, там Бонни Эм, Джордж Майкл и там группа Уэм и так далее. Мгм. И вся вот эта музыка, то есть я на ней вырос, и я очень благодарен за это. На То самом есть не деле, было родителям. давления, что вот классическая Не-не-не-не, музыка, все, наоборот. мы занимаемся. Девятого и Бетховена слушаем. слушаем, Уэм слушаем. Под это не него то. только танцевали. Но это как бы тоже классно, потому что мы часто в детстве ходили смотреть, как родители выступали. Ну и как-то чаще всего там Сережа спал вообще иногда на спектаклях. Ну, так, еще когда совсем-совсем был маленький. Это Вот. просто прям признание после Сережа спал на спектакле, да. Но не высыпался просто. Рядом с папой. Причем, когда мама танцевала, когда папа уже не танцевал, мы приходили, Сережа садился рядом с папой, вот так голову на плечо и все. Не было связано с музыкой, просто уставал ребенок, много работал. учился. Понятно. А пришлось вот много работать потом. Ну вот попали вы в 8 лет в группу, в танцевальный коллектив имени Локтева. И это же пахота, это невероятно пахота. Ну, дело в том, что я-то пришел, опять же, продолжая, я как бы пришел в бассейн, потому что там был шикарный бассейн, и это дворец пионеров, знаменитый дворец пионеров на Ленинских горах. Вот. И когда я туда пришел, было, ну, представляете, вот 1000 детей, огромное количество мальчиков и девочек. И я когда это все увидел, думаю, господи, как же мы там все в этом бассейне поместимся. Ко мне подошла женщина, милая такая, хорошая, она так меня посмотрела, там что-то подняла там мои ручки и сказала: какой хороший мальчик, вы знаете, он нам подходит, мы его берем. Это она маме моей говорит. Я так смотрю на маму и говорю: мам, я не очень понимаю, как я ей могу подходить, когда я на воде не держусь. Ну, то есть я-то в бассейн пришел. То есть мама привела меня в ансамбль имени Локтева. А я пришел с мыслью, что я пришел в бассейн. Но бассейн уже 2 года был закрыт на ремонт. Об этом мама знала прекрасно, об этом не знал только я. Вон оно что. Да, поэтому когда я Всюду обман. я как сейчас помню, что эту женщину называли Светлана Эдуардовна, я говорю: откуда? Я говорю: как? Она говорит: нет, вы знаете, вы прекрасный ребенок, он нам подходит, как бы все. И я маме говорю: слушай, ну как ты, ну... Она говорит: вот смотри, вот видишь, сколько вот детей? Я говорю: вижу, да. Вот оказывается, бассейн сейчас закрыли на реконструкцию, закрыт на ремонт, но вот вы все вместе сначала немножко потанцуете, а потом как бассейн откроют, значит, вот сразу пойдете. Я думаю, ну... Какой хитрый план, а? Я так сразу подумал, думаю, ну не так страшно, ну потанцевать, ну как бы в принципе это вообще не напрягает, ну думаю, ну ладно, я и так как бы все равно это делаю, ну ладно, потанцую немножко, ну окей. И я пришел, значит, с начала сентября, я пришел на эти занятия, на меня сразу одели черные трусы, белую майку и красные сапоги у меня были любимые. И мне как-то это прям вот пошло, это такие какие-то вот... Во-первых, это так было чувственно, это так было здорово. Я соображал быстрее всех, делал все эти народные движения. Вот. И это была 2 года. Вот 2 года это была интереснейшая жизнь. Во-первых, все тех, кого я видел по телевизору, Аллу Борисовну Пугачеву, значит, там, я не знаю, Хазанова, который рассказывал много смешного, Олега Попова. То есть с Олегом Поповым я даже снялся в кино. Есть такой замечательный фильм, называется «Солнце в авоське». И вот я, да, гонял с ним на этом, значит, автомобиле, на котором он ездил по всей Москве. Мы снимались с живым слоном, снимались это в настоящем цирке, в манеже, значит, на проспекте Вернадского. То есть это была потрясающая жизнь, насыщенная. Все. Но прошло 2 года. И, значит, в конце года экзамены, мы показывали то, что мы смогли сделать за это время, и пришла большая комиссия. И вот после экзамена, значит, какая-то женщина из комиссии подошла к моей маме и сказала: вы знаете, у вас очень хороший мальчик, ему надо в балет. Я говорю: вы знаете, мне вообще надо в бассейн. То есть навязчивая тема. Куда я до сих пор, так как бы... А его отремонтировали хоть к тому моменту? Да нет, ну какой, да что вы. Да уже забыли-то все про этот бассейн. Ну как бы, ну не умел плавать, и ладно. Ну в принципе и нужды не было. Ну, Можно то есть, честный вопрос? А сейчас-то умеете? Конечно. Всё. Знаете, очень часто спрашивают, а как же все-таки это вот произошло? А вы знаете, очень просто. Мы как-то летом
жарким летом собрались всей семьей и поехали куда-то на подмосковную речку. Большая такая красивая речка. Я даже не помню, где это было, но где-то на юге. Хороший пляж такой подмосковный, не так много народу. Отец надул резиновую лодку, мы в нее погрузились, как бы, и вот поплыли. Причем вместе вдвоем мы были только с отцом. И вот мы плывем как бы посередине реки, и я ему говорю: слушай, ну научи уже как-то меня там, не знаю, плавать-то, ну как-то. Он говорит: да не вопрос, он просто взял меня и выкинул за борт. Гениально. Нормальная отцовская история. И все! И я поплыл! И выяснилось, что я умел Только плавать по классике. давно. Только Я по просто классике. поплыл, и все. Он говорит: так вот, говорит, в чем проблема? Вот ты же плывешь. И все. Вот так. То есть вот так И просто. бассейна не надо. Оказывается, то, что я смотрел по телевизору, оно работало во мне давно. То есть я просто видел, как это делают другие люди, и все. И все. И вот То он есть так- теоретическим пловцом вы были давно. Да. Так вот, дальше как бы опять же мудрая мама, за что я всю жизнь говорю ей огромное спасибо. И, конечно, это ее заслуга абсолютно, потому что мама смогла невероятной какой-то силой своей мудрости, своей вот этой какой-то материнской любви уговорить меня пойти на эти экзамены. Об этом не буду даже начинать рассказывать, потому что нам не хватит программы. Это безумно интересно, это очень увлекательная история. Вот, потому что конкурс был огромным. Это, знаете, вот сейчас как бы история вхождения мальчика в балетное училище, это вот, мне кажется, вот мимо вот стоит училище, и мимо идет где-нибудь там по тротуару мальчик. И вот он просто так раз: мальчик, хочешь в балет? Он так: ну, если ты сомневаешься, пойдем. Ну, как бы вот, то есть мальчиков совсем нет, то есть их очень мало. А на тот момент, это был 1980 год, год знаменитой Олимпиады в Москве, я пришел поступать, было 4 группы мальчиков, по 32 мальчика в каждой. 32, 32, 32, 32, а могли взять из них в училище только 4. То есть по одному человеку из каждой группы. 32 человека на место конкурс. 32 человека на место в группе. То есть 4 группы по 32 мальчика, и из каждой можно было взять только по одному. Ну, казалось бы, попасть невозможно. Этим и взяла меня моя мама. Она говорит: да мы все равно не попадем. Ну, кто нас Ах, возьмет? не попадем. У нас ничего и никого нет. Я сказал: ну, это мой конкурс. Это большая удача, как бы мы идем. Все, ура. Ну, короче говоря, не важно. Но важно то, что я прошел как бы это. И с 1980 года началось мое обучение в хореографическом училище. Очень хорошо помню тогда, что 1 сентября на линейке я стоял вместе рядом с Кристиной Орбакайте. Я еще не знал, что она будет выдающейся актрисой в фильме «Чучело», в котором она блистательно сыграла. Вот, но все мы знали, что это Кристина Орбакайте. Вот, и тогда я помню, думаю, ну раз Кристина Орбакайте в балет, может и мне тоже надо. Думаю, ну раз и она, думаю, может мне тоже пригодится. Вот. Но единственное, что через полгода Алла Пугачева забрала Кристину Орбакайте из училища хореографического, а я остался. А вас не забрала. Вот в этом весь как бы ключевой момент. Меня никто не забрал через полгода. И мне некуда было деваться, поэтому это было достаточно интересное время, это были потрясающие годы. Уже через, наверное, полгода мне это понравилось, потому что я делал это чуть быстрее, чуть лучше других. Через год я просто почувствовал то, что это бесконечно интересный процесс. Я в это влюбился, опять же, не сам, а благодаря педагогу, потому что мне повезло. Вообще очень важно, дорогие женщины, мамы, очень важно, чтобы у наших детей были настоящие профессиональные наставники, люди, которые очень любят всем сердцем то дело, которым занимаются. Это важно. Это по сути есть тот самый главный лотерейный билет, который мы выигрываем. Потому что если бы у меня педагог оказался, который бы, ну, например, видел ребенка, который не хочет, которому это неинтересно, и просто бросил бы меня, я бы ушел. Я бы никогда не задержался в хореографическом училище. Но мне повезло. Наталья Андреевна Ященкова, которая по сей день работает в хореографическом, уже как бы Московской государственной академии хореографии, она видела, что я могу это делать
лучше других, что мне легко это дается, но мне это не нравится. Она понимала, в принципе, что ну, это скучно для меня, и это не то. Дисциплина, наверное. Она понимала, что это не то, о чем как бы этот малыш мечтает. Но она смогла правильными словами, правильным отношением к тому, что мы делали все, заинтересовать меня так, что иногда, когда она хвалила меня и говорила мне, что я молодец, а здесь как бы вообще я там чуть ли не там лучше, я понимал внутри, что я уже хочу это делать, и я хочу еще лучше. А самое главное, она была очень красивой женщиной. Она была безумно похожа, как 2 капли воды, на Мирей Матье. Вот если было просто вот поставить рядом Мирей Матье и Ященкову Наталью Андреевну, это было практически одно. У нее была точно такой же коры, она была невероятно красивая, обаятельная. И когда она мне что-то говорила, я думал, господи, ну если Мирей Матье сама говорит, что я молодец, ну разве я могу что-то нельзя? И вот так вот шаг за шагом, вот так день за днем я втянулся, и, конечно, дальше этот процесс уже становился более сложным, более можно серьезным. тогда вопрос опять ребятам? Слушайте, а вот вашему папе очень повезло, у него, ну знаете как, меня иногда задают вопрос, вот ты переводчик, ты же учил свою дочь иностранным языком, я говорю, боже упаси, у меня были преподаватели у нее, которые ее учили, потому что путать роль папы, мамы и преподавателя – это самое неправильное, что только может быть. Вот если вашему папе повезло, там, извините за выражение, тупо некому было учить, и попались великолепные преподаватели. А у вас была ситуация, что у вас в семье вас учили, или у вас тоже прекрасные преподаватели? То есть откуда шло обучение? Из семьи или из преподавателей? Вот что называется, такое же везение было? Отовсюду, мне кажется, по чуть-чуть мы брали. То есть там родители дали нам какие-то базовые знания. Там, Какие? танцев, музыки в целом, воспитание дали хорошее. Вот тоже за что я безумно благодарен. От дедушки с бабушкой мы тоже очень многому научились. Там. И с дедушкой, и с бабушкой, мне кажется, мы тоже пели всегда, танцевали. Да, и там, дедушка гуляли. физик у нас, он помогал там с математикой, с предметами разными. Да, и там борьбу, поставить удар, все вот это, Да. как Борьбу? в общем, себя... Борьбу? Да. Да. Какие-то азы почему тут самообороны. борьба? Дедушка у нас борец. Занимался, да, борьбой. То есть, если что, вы не только... Дедушка считает, что мужчина должен быть абсолютно самодостаточен во всем, поэтому он должен и постоять за себя, и защитить, когда нужно, поэтому уметь мужчина должен все. Вот, поэтому он мальчикам прививал как бы эту культуру, вот это отношение как бы к спорту, и иногда, да, показывал на своем примере. Вообще, я считаю, что вот то, о чем как раз вы говорите, это очень интересно. Мне кажется, что здесь важно на личном примере. То есть мне кажется, вообще любой родитель, как только вот ты становишься отцом или матерью, должен быть личный пример. То есть нужно просто самому быть таким, каким бы ты хотел, чтобы были твои дети, и делать это наглядно, чтобы ребенок То есть не надевать маску папы или мамы, а потом вышел. Дети, дети да. должны, естественно, понимать и ощущать, какую музыку вы слушаете, какую там пищу вы любите употреблять, что вы любите выпивать, как вы любите танцевать, каких людей вы приближаете к себе, кто ваши друзья, что вам нравится, в какие театры вы ходите, какие спектакли вы смотрите, какие симфонии вы слушаете, на каком самолете вы летаете, каким классом вы выбираете себе билет. Подождите, То есть, я как бы, записываю. это Подождите. это все как бы естественно откладывается в наших детях. И чем меньше мы истерим, чем меньше мы показываем какие-то свои проблемы, чем мы меньше вообще это выплескиваем и превращаем это в какой-то вулкан страстей, тем, мне кажется, это гармоничнее для воспитания и формирования ребенка. Да, бывают ситуации, как бы такие сложные, например, когда появляются, ну, условно говоря, вот вейпы, с которыми сейчас борется весь мир, и мы бы не хотели, чтобы наши дети это курили, безусловно. Здесь, конечно, личного примера недостаточно. То есть, вот, если, например, я никогда не курил вообще, и этот пример не работает, тогда да, в таком случае надо как-то применять мудрость, какие-то разные подходы. Очень плохо это работает, могу сказать. Очень плохо, потому что никто... Что, реально плохо работает? Да, это Нет, реально вот я плохо. ребят хочу пройти. Вообще не работает?
А гаджеты, допустим, вот это же тоже можно отнести к вредным привычкам, пристрастие к Ну, смотря гаджетам, как использовать, компьютерным но в играм и целом, так далее. да. Ну, с гаджетами я здесь не Наверняка. совсем, как бы с гаджетами это вопрос неоднозначный. Объясню почему. Гаджет все-таки это такой элемент современного нахождения как бы в социуме. И если ты отсутствуешь в определенных, там, не знаю, сетях, если ты отсутствуешь в этом общении, если тебя никто не видит и не знает, если ты не хочешь быть человеком, ну, как бы среди каких-то своих профессий, среди каких-то своих вот этих вот социальных групп. Если ты хочешь от всех спрятаться, тогда может быть да. Но если ты, например, становишься человеком искусства, культуры, спорта и большинства каких-то, ну, таких, скажем, популяризированных направлений, ну, во-первых, прятать себя бессмысленно, это раз. Ну, просто если как бы ты никто и ничто, как бы тебе и прятаться не нужно, тебя и так никто не узнает. Ну, согласитесь, ну, как бы это так. Но если ты дополняешь, и ты интересен, и как-то люди следят за тобой, не для того, чтобы ты показывал, какой я, как бы, а для того, чтобы просто продолжать общение вне, как бы, Оставаться в обойме. Совершенно верно. То есть как бы ты идешь и движешься, это не значит, что ты должен бросать работу и сидеть как бы с гаджетом. Нет, Ну, я то есть скорее это- про пролистывание вот этих коротких роликов, ну, то, что Ну, вот вот сейчас... это да, это в основном- вообще так на самом деле затупляет мозг. То есть, Это когда затупляет ты просто мозг, можешь я часами потом- сидеть вот так и листать. Я и хотел спросить, надо- как вы справляетесь с этим, и есть ли давление родителей на вас, которое Не, в этом может плане нет. оказывать? То есть, ну, у нас есть как бы у каждого члена семьи есть какое-то свое личное время, а как его использовать, тут уже каждый сам решает. То есть Ну, нет вы такого, же- что у вы нас же не кто-то сразу. кого-то постоянно контролирует. То есть, ну вы каким-то Бывает, образом к этому пришли. у меня бывают дни, выборочности. что там я могу прийти домой, да, засесть на час просто листать. Но я сам себя контролирую в этом плане. То есть, если я понимаю, что мне нужно еще чем-то заняться, там, А в какой момент ты понял, сделать что какое-то ты дело. уже можешь себя контролировать? Кстати, Когда да, это это бесконтрольно бывает. перестало быть. Не знаю, я как будто всегда старался себя контролировать. Ну, там, то есть у тебя была то есть здесь идея, у тебя была идея и интерес, которые которые были над всем этим. Да, ну музыка и Но это дорого учеба. стоит для человека юного. То есть я понимал, что мне нужно там заниматься вокалом и прочими делами, там где-то еще там выступать и прочее. То есть у меня по сути в целом все, для чего мне нужен гаджет, это общение там со сверстниками и ведение социальных сетей, Это уже будучи осознанная публичной необходимость. личностью, да. Да. Все остальное в целом я могу вообще его убрать и не пользоваться. И Вот прекрасно себя Сереженька чувствовать. вообще это убрал, как бы, из своей... Это как Перестал это? по ночам играть Покайтесь, в как игры. это? Сереженька вообще не заморачивается по этому поводу. То есть вот он у нас самый антигаджет. Как бы. То есть вот Сережа, если ему в принципе не давать гаджета, он может и вообще как бы и не заморачиваться по этому поводу. Он будет Вот, просто то есть, лежать на диване и кушать. Давайте включим нимб, музыку. Мы в этом месте включаем музыку, что знаете, светлый такой Да-да-да. головой. Не, Чё, ну, как это возможно? Опять же, как бы надо понимать, что сегодня 90% информации мы получаем все равно из гаджетов, это телефоны, планшеты и прочее другое, потому что поток информации невероятный. То есть любая абсолютная история, которая тебя интересует, ты можешь получить на нее ответ, ты можешь узнать и новости, которые происходят мгновенно в других странах мира, и то, что происходит у тебя под носом. Поэтому давайте честно как бы признаем, что это важный элемент, как бы, особенно если ты не смотришь, например, новости на Первом канале, и ты не смотришь, в принципе, телевидение, и не ждешь, когда будут вести, и расскажут тебе о том, что происходит. Ты всегда можешь увидеть новости, которые тебе вот, ну, прям буквально вот они в твоих руках. Это важно. Если заниматься какими-то глупостями, ну, еще раз говорю, что если человек занимается своим делом, это дело ему интересно, он влюблен в то, чем он увлекается, он не будет тратить, вот правильно, мне очень нравится как бы подход Саш, ты не будешь тратить на это много времени, потому что у тебя его просто нет. Тебе жалко потратить время. Время, отпущенное нам, его, его совсем нет. Это даже его немало. И оно просто, оно у нас совсем как бы... Не надо выбрасывать это время. Вот и все. Ты посмотрел то, что тебе нужно. Ты успел прочитать, у кого сегодня день рождения. Ты понимаешь, кому нужно обязательно сегодня А позвонить. тогда у меня к вам вопрос, Сергей. Скажите, пожалуйста, мы
мы с вами примерно одного поколения, а я-то помню, чем я занимал то время, которое у них сейчас занято, личное время, так называемое. А вот в ходе вот этого, вот у вас было 8 лет, когда вы пришли учиться на, скажем так, балетную школу, и через 8 лет вы стали солистом Большого. Это как раз вот тот же самый возраст, который вот они сейчас и переживают. Чем вы занимали вот это время? Ну, во-первых, 19 лет, вы сейчас показали на Александра, в 19 лет я уже женился. Вот, ну, если говорить о том, чем я занимался и как динамично развивалась вообще... Это, история рассказана с конца. В 19 я женился, и чем я занимался до этого, финал был как бы озвучен. Да. Я к тому, что мы были, наверное, во многом самостоятельнее и, наверное, во многом более готовые как бы вот к этой непростой реальной жизни, в которую мы входили. Конечно, благодаря тому, что я уже пошел на работу, я работал, я сам отвечал за самого себя, и работал я очень много. Но я хочу сказать, что с 10 лет, то есть вот меня Что обучение... значит работали? Вот в 10 лет я начал обучение балету, в 8 лет я учился в хореографическом училище. 8 лет это в 9 утра начинаются занятия, в 6 вечера заканчиваются уроки, после этого практика, это до 8 вечера, и в 8 вечера, переодеваясь как бы в обычную бытовую одежду, ты возвращаешься домой. То есть в 9 утра я начинал занятия, это значит, в 8 утра я уходил из дома, и в 9 вечера я возвращался домой. Должен сказать, что находя еще как бы время, вот я мог по дороге купить себе, там, не знаю, бутылку молока в гастрономии и пол буханки белого хлеба, и просто это вот по пути домой, так сказать, съедая, потому что я был уже очень как бы уставший, очень голодный, и понимал, что я приду домой, и мне еще хотелось бы побыть ребенком. То есть, если это была зима, я звонил своему соседу, мы брали клюшки, и мы выходили во двор, и после всего вот этого мы еще до 12 ночи могли играть в хоккей просто во дворе около дома, где сегодня, конечно, невозможно, то есть там сегодня огромное количество автомобилей, парковки, но раньше, в то время, это была просто обычная улица, заснеженная, которую мы чистили и играли в хоккей. И после этого я, возвращаясь домой, засыпал, в 7 утра просыпался, в 8 утра выходил в хореографическое училище. И вот так как бы это бесконечный процесс, то есть это серьезный труд, это адская работа. Причем это такая машина, которая тебя полностью поглощает. Вот. После этого ты переходишь на работу. Я пришел на работу в Большой театр. Мечтал ли я о другой жизни? Нет, я, в принципе, понимал, что это будет. Но просто эта машина стала еще больше, еще мощнее. То есть это превратилось в какой-то гигантский станок, который тебя захватывает, и ты начинаешь эту работу. Поэтому здесь как бы чем себя занять? То есть в то время, когда, вот, например, ты освобождался, или когда у тебя просто есть... То есть это... только мечта об одном, то есть выспаться, посидеть молча, отдохнуть, просто... Купить бутылку молока и полбуханки хлеба. Совершенно верно, кстати, между прочим. Есть хотелось невероятно. Да, купить просто пряник, вот просто Пряник. купить пряник, разломать его, вот этот ароматный, ванильный, съесть его как бы с хрустом. Да, вот так, вот такая была жизнь. И, как же диета балетная? Какая диета? Или это больше к женскому? У меня никогда не было такой проблемы. У меня такая проблема вставала только во время отпуска, потому что вот весь отпуск, который мне был отпущен, я занимался только одним. Я отъедался. Причем меня откармливали все. Куда бы я ни приехал. То есть у нас огромное количество родственников, более 30 человек, и до сих пор как бы это так. Они проживают у нас в Николаеве, на Украине. И я могу сказать, что каждое лето, когда мы обязательно летом приезжали в Николаев, и первое, что глядя на меня, все говорят: господи, Сереженька, ну давай мы тебя покормим, ну тебе же надо поесть нормально. И вот Сереженька через 3 дня, когда Сереженька выходил из подъезда, уже нормально на меня уже смотрели местные и говорили: вот, Серега, теперь ты нормальный пацан, вот теперь как бы можно уже все, можно и на речку в таком виде пойти. Вот, поэтому... Рыб не пугает, то есть рыбы не пугают. Но я что хочу сказать. Сама жизнь в комплексе вообще вокруг,
она была совершенно иной. Отсутствие мобильных телефонов, любых гаджетов, компьютеров как бы давало нам реальную возможность столкновения с миром. То есть как бы с тем, что вот воочию тебя окружает. Не то, что ты можешь увидеть, как это в мобильном телефоне, кто-то там чего-то там такое. Нет, а это как бы ты. Боялся я, вот, и я по сей день боюсь, единственное, что вот прям могу сказать, что это змей. Вот как бы змеи для меня, это, я не могу этого объяснить, но почему-то вот это вот как бы вот странное существо, вот оно вызывает у меня, ну, как бы Это страх. изящно. У меня был однажды случай в Николаеве, мы приехали точно так же как бы летом и решили в какой-то момент выехать, значит, за город на дачу, где огромная красивая река Южный Буг. Это был прям разгар лета. И вот мне говорит, пойдем на речку, пойдем. И вот я, значит, прям быстренько разделся, нырнул, а она огромная, сильное течение достаточно. И вот я почти до середины реки доплываю, и вдруг, представляете, вот просто вот ничего не предвещало, из воды вот так высовывается, вот так голова, с такой желтой грудкой, и она вот так вот раз, так, и такие глазки у нее, и она так раз, так, и так на меня смотрит. Я вам даже не расскажу, я не помню, как я доплыл до берега, за сколько секунд это было. Я помню, что через минуту я уже сидел дома, и я больше никогда не ходил на эту речку, то есть вообще меня было просто не за... Но это во всем так, то есть если нужно было, и это правда, как бы я водил трактор Беларусь, вот я 24 скорости. Я не знаю, сколько там скорости. Мне просто вот его... Это было в деревне, летом, в деревне. Просто, так сказать, приехал тракторист, должен был забрать питание для, так сказать, комбайнеров и прочего, потому что моя бабушка, она готовила для трактористов, комбайнеров во время уборки. Вот, он приехал, он был немного, так сказать, уставший. Вот, уставший настолько, что не мог уже обратно вести это питание. Вот, он подошел ко мне, обнял незаметно от бабушки, сказал, ты трактором умеешь рулить? Я говорю, не умею, Но надо. Ну да. Он говорит, поле знаешь где? Я говорю, знаю, поле-то, конечно, знаю все. Ну, дорулишь? Я говорю, дорулю, все. И вот Он усталый. А он очень усталый. Он залез вот так вот, он просто лег за кабину, так вот толкнул рычаг, и трактор поехал. И вот я, значит, на этом вот такое вот кресло, вот такой, значит, руль. И вот меня едва там, значит, видно, я до поля-то доехал, но как остановить трактор, я не знал. Вот, и вот так я вот 6 кругов, значит, по этому полю, пока комбайнеры не догадались, что что-то явно не то. Догнали трактор. Да, вот. И мне, значит, указывали, куда я рычаг потянул на себя, и трактор остановился. То есть я имею в виду, что вообще как бы сама по себе жизнь во всем как бы. А можно тогда пацанский вопрос? Да. Драться приходилось? Драться? Драться. Драться, вот казалось бы, такой балетный парень, драться приходилось. Драться приходилось, да, по разным случаям. Ну, в основном, как бы вот, если прям серьезно, это, конечно, из-за девчонок, потому что всегда все конфликты у мальчишек это только одна единственная причина, потому что девочка, которая тебе нравится, у нее уже есть некий покровитель, который считает, что он единственный. Да? Вот здесь всегда как бы да, было такое. Ну, еще был такой случай у нас в хореографическом училище. Значит, были такие уроки карате, и они действительно были. В хореографическом училище? В хореографическом училище, да, были такие, значит, достаточно интересные такие уроки как бы борьбы. Вот. И когда я как-то, значит, во дворе своим мальчишкам рассказал о том, что у нас есть такие уроки, почему-то все мечтали меня, значит, опробовать в действии. Вот. Я думал, выстроились в очередь поступать да. в хореографическое И должен училище. сказать, мочили меня как бы нещадно. Вот. Я, конечно, совершенно не владел карате настолько, вот, но я отбивался как мог, доказывая, как бы, что я все-таки помимо балетного, я еще мечтал быть пловцом. Вот. Поэтому вот это сочетание пловца и танцора, оно как-то срабатывало. Да, но заканчивалось это всегда одним. Мы обязательно лежали в обнимку вот так вот на траве, или, так сказать, просто лежали где могли, вот, и обнимавшись, вот так говорили, ну что, ну давай мириться, давай. И мы вот так всегда мирились. Вообще это всегда заканчивалось как-то очень
очень дружелюбно. Большой дружбой. У меня Вот. очень многие, с кем я дрался, остались Вот, моими друзьями. это всегда действительно приводило к настоящей большой дружбе. Мы всегда пожимали друг другу. Про девчонок забывали, в общем. Когда... Какие девчонки? Да. А у меня тогда к дружили младшему уже. поколению вопрос. А вам, давайте каминг-аут сделаем. Вам драться приходилось? К счастью, нет. Ну, Ну, прям серьезно нет. Да, То есть, серьезно. То есть- Серьезно нет, только то есть вот серьезно? с Вот друзьями вся на разница, даче. вот. ну, а время другое, видите? А, То есть, время другое. время Какое другое. такое время другое? Я имею в виду, что сейчас, ну, как-то Девчонки вот, не если, те. если раньше ты мог, правда, там, с учетом отсутствия гаджетов, да и как-то проще, что ли, отпускали детей как бы просто на улицу, и все, каждый занимался чем хотел. Сейчас нет, то есть сейчас нет такого, что... Не было решеток в арках дворов. Да, не да, было да, что замков ты на можешь просто так же где-то подъездных бродить. дверях. То есть сейчас и там условно комендантский час, и в общем много разных таких каких-то что ли ограничений, но и социализация по-другому происходит. Она больше перешла все-таки в интернет. А как же вы за девчонок бьетесь, а? Так а зачем драться? чате? Во-первых, по статистике девушек гораздо больше, чем пацанов. И живут они гораздо дольше. Классно. Вот. Поэтому тут и на любой вкус и цвет, знаете, дольше живут, можно как бы и постарше выбрать. Если уж совсем... Помедленнее я... Вот. А потом, да как-то, не знаю, в общем, все конфликты лучше решать словами. Я так вот, меня так растили и как бы такие закладывали идеи, правильные ценности, идеи, что как-то у меня нет даже желания подраться. То есть даже если оно есть, то это скорее такое желание пойти и побить грушу просто как бы для того, чтобы быть в форме и выплеснуть как-то пыл. А так, чтобы прям пойти кому-то лицо бить, у меня никогда в жизни такого не было. Да не, ну здесь задача, да, понятно. А у меня вопрос возникал вот во время разговора. А как вы вообще оцениваете вот слова папы по поводу реальности? То есть сейчас же действительно реальность ушла в гаджеты, в какие-то воображаемые миры, в какие-то вещи, которые касаются больше информации, чем действительности какой-то. Люди, огромное количество людей принимают вот эту вот действительность эфемерную за реальность, за то, в чем они живут. Они устраивают себе какие-то правила, какие-то рамки жизненные, какие-то пытаются как-то систематизировать вот это все, но это все воображаемо, на мой взгляд. Вот вы на это ощущаете это в своей жизни, и как вы к этому В относитесь? целом, да, но вот я недавно поймался на мысли, что пока вот большинство людей, да, как бы следит и старается следить за какой-то вот высокой, что ли, индустрией, шоу-бизнеса и прочее. Короче, пока новости и все паблики забиты нереально большим количеством информации, тем не менее, все равно образуются какие-то комьюнити, открываются какие-то классные места, рестораны, где можно кетчап, всякие встречи устраивать, приходить там даже просто условно, там бары, где стоит стол бильярда, и можно познакомиться, очень классно. То есть с Много новых реальностью, людей. настоящей реальностью это Да, пересекается. я вот на самом деле просто только недавно сам стал совершеннолетним человеком, много новых мест начал для себя находить, открывать, но я сейчас понимаю, что на самом деле коммуникация никуда не делась, живая, и меня это очень сильно радует, что... А вы согласны? Да, конечно. Полностью Просто согласен. ваш брат путь уже прошел, то есть он вам там где-то из будущего машет рукой, а вы все еще сидите в том времени, где не надо никуда, ни в какие летние места ходить. Нет, но все равно, когда ты гуляешь, ты можешь там встретить какого-то человека, познакомиться там, если хочешь. Вот, и тоже в разных ресторанах, там, например, Центральный рынок, вот мое любимое место, я все время хожу туда, там, поесть после школы, вот, и с Попить друзьями. вот там, этого вот с шариками. Ну, это я такое не пью, да, но... Я такое не пью. Не, ну, на самом деле, говоря про вот реальную коммуникацию... Количественная разница. мы Старший щас, говорит, я такой не пью. Мы сейчас снимаем подкаст, Сережа до этого гулял с друзьями, и мы его буквально выдернули, говорим, все, нам надо ехать на съемки. Он говорит, хорошо, но я потом опять типа вернусь к ним и будем дальше гулять. Вот поэтому О, классно, что все Ну, равно они не Сережа, сидят на постоянно самом в деле, гаджетах. он самый молодой и он самый крутой, потому что он как бы свысока наблюдает за всеми нами, вот, он считывает, мне кажется, берет самое важное, самое необходимое и добавляет уже как бы с
позиции себя молодого, как бы себя еще и юного, добавляет как бы самые такие крутые инновации. Вот, поэтому он, мне кажется, он среди нас, наверное, такой самый перспективный, самый молодежный и самый, наверное, в этом смысле непредсказуемый, потому что куда и как он вот повернет и к чему это приведет, мне кажется, это самая такая большая интрига. И мне кажется, он во многом талантливее, он очень способный во всем, то есть он может все. Вот в Сереже он очень скромный, он очень спокойный, он очень как бы такой тихий, но он может все. То есть если вы попросите спеть, он может спеть. Если попросите танцевать, он может танцевать. Если попросите его там сесть на квадроцикл, он сядет на квадроцикл. Если нужно откуда-то прыгнуть, он прыгнет. Нужно полететь, он полетит. То есть как бы он это все собирает, такой собирательный, знаете, вот такой мощный образ. Вот, поэтому Сережа очень, очень интересный, очень непростой. И вот мы с Сашей уже как-то рассуждаем, а Сережа, он иногда молчит. Вот, но если он скажет, то это вот прям... А можно тогда вопрос? Есть планы какие-то на будущее? Потому что суммировать-то суммировать, записывать все в свою книжечку, вот здесь это записывать. Я своему сыну все время такие вопросы задаю и все Да, время да. говорю, это были самые тяжелые для меня вопросы со стороны моего отца. Да. Кем в моем быть-то детстве. хочешь, да? Пока вот не знаю еще, но думаю, что что-то связанное с музыкой, вот либо песни писать, либо буду записывать вот кого-то, как, не знаю, как, Как звукарь. да, как звукарь. А старший? Ну, это прямо серьезная профессия. Я? Да, Ну, какие Я профессиональные? артистом буду 100%. У меня нет Артистом? даже, да, певцом, артистом, музыкантом. Я как бы к этому иду уже очень давно. И я уверен, что я приду рано А или как позже. давно? С 9 лет. Раньше даже. 9 лет это первый проект, это «Голос дети». А с 6 лет занимаюсь. То есть вокалом, даже танцем. раньше, чем папа начали, да? Папа Да. в 8 начал, а вы с 6. Папа сильно опоздал. А, даже вот так вот, да. Папа Но начал, успел. папа начал в 8, это Папа было в последний поздно. вагон прыгнул. Пришлось приложить колоссальные Да, усилия. Папа не прыгнул, его закинули в вагон. Причем закинули на ходу уже. Сначала с лодки, потом в вагон. Да. Наоборот, сначала в вагон, потом с Да лодки. нет, сначала с Это- лодки. По-моему, да. По-моему, только хотел спросить по поводу дисциплины, но, наверное, поздно. Ладно. Вот ты говоришь, музыка, артистизм, артистическая карьера или удовольствие, или азарт, как ни назови. А вот одеждой ты занимался, дизайном одежды. Да, это да, много закрытый чем вопрос. занимался, на самом деле. Но это так, как бы, немного узнать о сфере для того, чтобы в будущем тоже, почему нет, потому что каждый артист, Иметь понимание. каждый артист параллельно еще и бизнесмен, кто-то уходит в продюсирование, кто-то уходит в... А можно про вот эту фразу еще раз повторить? Каждый артист – бизнесмен. Вы согласны с этим? Вот я прошу прощения, она прямо принципиальная. У нас очень много в нашем поколении рассказывали высокое искусство. И вот я слышу человека нового поколения, который говорит, каждый артист – бизнесмен. И что вы думаете? Ну, дело в том, что мы говорим о разных поколениях. Вообще в наших поколениях, вот там, откуда родом я, и сегодняшнее поколение, вот я не случайно сказал про Сережу, потому что у него совершенно другие уже представления и другие возможности. Как бы для нас искусство и культура это было как бы настолько что-то высокое, к чему отношение было таким, как бы и уважение было таким. То есть как бы слово «бизнес», оно никогда не то что не звучало, оно никогда было не... Это пошло воспринималось. Ну, это было... То есть как бы бизнес, в моем понимании, это были как бы, ну, люди... ну, назовем так, торгаши, которые умели правильно купить, потом это продать, потом как бы, то есть это был такой коммерческий процесс, ну, к которому тоже нужно было иметь определенные таланты. То есть это как бы человек не просто решивший, а это человек, который владеет и обладает этими качествами. Потому что не каждый человек может быть успешным и удачным в бизнесе. Это очень такой сложный момент. Поэтому я как бы из тех времен, когда артист все-таки как бы это была культура.
Сегодня, да, наверное, я соглашусь с Сашей, сегодня все-таки артист — это человек, который окружен менеджером, бухгалтером, продюсером. То есть как бы это те люди, которые Помогают обязательно продавать артиста, должны типа, уметь его музыку, купить его и продать. То есть это опять же как бы элемент того самого бизнеса, о котором мы говорим. Поэтому, а теперь вот это название шоу-бизнес. Ну, оно же не просто так ворвалось в нашу жизнь. И не просто... Опять же вопрос, есть ли у нас в России шоу-бизнес или нет. Это такой вечный вопрос, вообще как бы владеем мы этим или не владеем. Мне кажется, на самом Но... деле. Это один из да. самых крупных рынков, мне кажется, в этом. Вот, но тем не менее, это процесс очень важный, процесс, связанный с огромным, конечно, финансированием. Вот, а его нужно находить, его нужно правильно применять. И это же нужно не просто потратить, как бы, это нужно потратить так, чтобы еще потом и вернуть. Поэтому вот такой непростой сегодня путь. Ну, то есть я на самом деле, извини, быстро перебью, я на самом деле, то есть с точки зрения именно позиции, как я смотрю на творчество, конечно, для меня это искусство, и это должно быть всегда красиво. Ну, это внутреннее элегантно, переживание, со как вкусом. минимум, да. твое. То есть в целом всегда любое творчество в любом его проявлении должно быть со вкусом. Но, к сожалению, в последние годы да и не только, в целом в мире пока что побеждают именно бизнесмены, а не артисты и музыканты. Ну, вот С посмотри. точки зрения популярности, прослушивания, продаж и так далее. Но это потому, что поменялось общество, поменялись ценности и все остальное. А я думаю, что, может быть, еще существует такой момент, что необходимо достичь какого-то уровня, чтобы позволить себе какие-то самостоятельные вещи. Да. И тогда можно уже самовыражаться и получать азартность какую-то Да. от творческого процесса. И когда уже будет наработанная публика, наработанный интерес к тебе, тогда можно реализовывать 100%. какие-то Ну, вот такие я и вещи, говорю, что в которые наше могут уже время- оставаться в истории. Я почему все время порываюсь сказать что-то. Как вы относитесь к тому, что вот мы цепляли моменты, когда перечисляли старых советских артистов каких-то, да, то есть можно сейчас переслушивать эти песни бесконечное количество раз и как минимум получать от этого удовольствие, как максимум находить для себя что-то новое. Как вы считаете, сейчас есть такие артисты, произведения, песни? Не беру классическую музыку, не беру классический балет, не беру классическое изобразительное искусство. Любые вот такие со словом классическое словосочетание. В нынешнем, в современном выражении вот этого шоу-бизнеса при расширении огромного горизонта по количеству артистов, по количеству жанров, по количеству различных воплощений вот этого слова искусства, да, есть сейчас какие-то такие вот персоналии, какие-то произведения, которые могут как-то восприниматься через какое-то количество лет, как, да, действительно оставившие о себе серьезную память и Да, несущие конечно. информацию такую Ну, более-менее вечную? Мне кажется, есть. Тут на самом деле, ну вот как говорят, на вкус цвет товарища нет, но мне кажется, что для каждый человек сейчас может найти для себя там того артиста, которого он может с удовольствием переслушать там через 10-20 лет. Неважно, это сейчас начинающий только артист, который там попадается тебе благодаря алгоритмам там, в моей волне условно. Да-да-да. А для тебя это развлечение, допустим, как развлечение воспринимается или как какая-то история околовоспитательная, либо околоформирующая какая-то мировоззрение, жизнь, отношение к себе и отношение к вовне себя, твое отношение ко всему окружающему? Потому что вот если брать советские песни, советские мультфильмы, советское кино, это же были серьезные моральные установки. Ну, на самом деле, Чебурашку я не считаю слишком серьезным, он, как говорится. Но там же поднимались вопросы воспитательного. Да, но там как раз это вот очень хороший пример, потому что одна из самых, на мой взгляд, умных по тексту музыкальных сопровождений, вот музыка, песни, которые звучат в Чебурашке, я считаю, что это на сегодняшний день не просто актуально, а это сегодня как раз это как учебник для того, что медленно минуты уплывают вдаль. В базовых прошивках у нас Ты с вами... попробуй их догони. Нет, да, Тут слова не помнят. их уже Не жаль. не жаль, и не вернешь, как бы, и все. Вот То есть не просто вернешь, да. то есть когда ты ребенок, ты просто слушаешь это, и тебе нравится мелодия, ты как-то постараешься, ты просто как бы напеваешь ее,
ты не осознаешь тех слов, вложенных в эту песню, и в смысл, который она несет. Сейчас, по прошествии лет, когда ты слушаешь эти песни, ты понимаешь, что было заложено в них для тебя, для ребенка тогда, как бы для сегодняшнего взрослого, для того, чтобы ты мог передать это своим детям, насколько в этом невероятная глубина. И ведь образ той же старухи Шапокляк, ну давайте, да, кто людям помогает, тот тратит время зря. Но ведь гениально на самом деле. А если проследить вообще весь этот сюжет и к чему это приводит, то есть очень много того, на чем мы как бы вот взрослее, выросли, может быть, даже во многом мудрее, чем могли бы и быть. Я уже не говорю про, там, не знаю, «Мама для мамонтенка» и прочее, то есть такие какие-то трогательные вещи, про, не знаю, там, енота, который пошел за осокой. И как бы это не просто музыка, а уже если вот опять же бременские музыканты, но это же абсолютно, вот на мой взгляд, как бы это написано с такой любовью ко всему, что напевая это, ты сам представляешь себя как бы и ослом, и котом, и бременским музыкантом, и принцессой, если угодно. Но это так, но это как бы правда. Ваш вопрос, почему, я вам могу сказать, вот мне кажется, что само время, вот смотрите, проходят столетия, люди, человек не меняется. Человек такой же, как и был, рождается, такие же глаза, руки, ноги, голова, органы. Человек не изменен, но меняется время. Проходит столетие, время совершенно другое. Почему? Это не к нам вопрос, как бы, но время изменилось. В то время, о котором ты спрашиваешь, какие были песни, какие были артисты и прочее, было совершенно другое. Внутри этого социума люди служили спорту, служили искусству, служили культуре, служили родине, служили отечеству. Они служили. Фильм «Служебный роман». Мы видим огромный коллектив, мы видим этих людей, мы видим их разными, трогательными, но мы видим их коллективом. Из этого коллектива вырастает сюжет, в который мы влюбляемся, в этих персонажей. Можно ли это сделать сегодня? Невозможно. Можно ли сказать, что тогда это было лучше, сегодня это просто иначе? Сегодня нельзя сделать то, что было в то время. Оно прошло, оно осталось, мы ушли от этого далеко. Поэтому сама вот эта легкость того, что... То есть количество перемен, если мы раньше, ну, грубо говоря, жили 70 лет, мы жили в одной истории. Дальше, десятилетиями, пятилетиями происходят такие перемены, а уж извиняюсь, в последние годы, так просто это 2 года или год, меняется так стремительно все. Отношение человека к человеку, к медицине, ко всему вообще. У меня вопрос. Да. А у меня тогда вопрос к вам. Я все-таки вернусь к тому, что вы работали главным балетмейстером Большого театра. Это большой коллектив. Вы употребили слово коллектив. Да. Вы вошли в балет в 1988-м, большой. Ну, имеется в виду, это был один коллектив, родившийся в Советском Союзе. Тот коллектив, который вы приняли спустя 23 года, это были другие люди? Это другое поколение, 23 года это следующее поколение. Что-то ощущалось, вот то, о чем это невозможно, что изменилось? Вот прямо вот берем не просто философию, а вот... Конечно. И вот это как раз очень хороший вопрос, потому что как раз-таки оно и не просто изменилось, оно изменялось на глазах. Оно производило эти изменения. Потому что, смотрите, вот Большой театр России, если мы говорим конкретно, это федеральный государственный объект. Он полностью, абсолютно, на 99% повторяет все то, что происходит Зеркало, в государстве. Вот мы берем государство российское и берем Большой театр. Вот это мини-форма, в которой абсолютно все. Те же законы, те же правила, те же изменения,
абсолютно все то же самое. Просто чуть... Да, здесь миллионы граждан, здесь 3300 сотрудников. 7 зданий на сегодняшний день. Большой театр сегодня это не то здание, которое вы видите, это 7 строений, 7 зданий, которые сегодня входят как бы в состав Большого театра. Это огромный совершенно коллектив. Что дало мне вообще возможность понимать и как бы управлять коллективом так, как я чувствовал, хотел, только то, что я понимал. Вот я вошел в театр пешкой, грубо говоря, если брать шахматы на сегодняшний день, да, то есть я прошел абсолютно все. И А уходили это втверждённо. люди. Это не стены, это не колонны, это не квадрига с Аполлоном, это не золото и ковры. Как бы. Большой театр — это люди талантливые, бесконечно гениальные во многом. Да, это сложные судьбы. Потому что человеку талантливому, самодостаточному очень сложно быть с кем-то, как бы он всегда одинок, он всегда один. И каждый человек считает, то есть это как бы сложнейший механизм, но у меня огромный пример тех легенд, людей, с которыми я работал, вырос. То есть я попал в Большой театр в руки Галины Сергеевны Улановой, Марины Тимофеевны Семенова, опять же мой педагог и наставник Николай Борисович Фадеичев, выдающийся танцовщик, блистательный совершенно педагог. Огромное, то есть это Раиса Стручкова, это Майя Михайловна Плесецкая. То есть как бы это люди, которых я не просто видел и слышал, а с которыми я работал непосредственно. Я видел, как они себя ведут. Не бронзовые статуи, а живые, дышащие. Да, я видел их людьми, и я понимал прекрасно, как они сформированы, какие у них за спиной судьбы, истории, какая-то сложная, непростая, тяжелая жизнь. Но я понимал, что любой результат, к которому мы идем, и то, что мы сделаем, мы можем сделать только вместе. И только вместе, единым вот организмом, мы могли бы добиться победы, успеха и истории. То есть как бы история это возможно только тогда, когда вы все вместе вот кладете руки на плечи друг другу и, желая удачи, идете, да, может быть, ошибаетесь, но потом встаете, поднимаетесь и идете дальше. И вот по такому принципу я работал. Время, оно берет свое, да, к сожалению. Уходит вот это ощущение коллектива. Сегодня его, наверное, я могу сказать, что сегодня, наверное, его совсем уже нет, потому что нет предпосылок как бы для этого. Каждый самодостаточный, каждый сам за себя. Этим проще управлять, проще руководить, но это уже как бы, наверное, не для сегодняшнего нашего эфира. Вот. Но я могу сказать, что и это возможно. То есть и это тоже работает. Потому что, опять же, как бы, если в случае, когда ты служишь, вас объединяет, ну, скажем, там, некая духовная какая-то объединяющая, да, такая важная нота вот этого чего-то высшего, то в данном случае сегодня это просто финансы, это контракты, это договора, это те самые суммы, прописанные в контрактах, и этого вполне достаточно сегодня, чтобы вы выполняли хорошо свою работу. Вы делаете работу хорошо, значит, вы продолжаете работать. Если вы не справляетесь с этим, значит, с вами прекращают любые взаимоотношения, и вы... То есть более индивидуалистически стал. Да. Даже вот с университетами так, кстати, я вот сейчас слушаю, папа все это говорит, и я просто ну, как бы через свою перспективу это в голове пропускаю, понимаю, что да, абсолютно сейчас так в целом совсем. То есть как будто мы То есть качать тему в университете, что вы тут это сообщество, это сегодня... Да, то есть если раньше, мне кажется, ну, все равно чаще можно было встретить такое, что университет — это тоже коллектив отдельный, то есть даже группа более сплоченная была, одна академическая условно. А у нас я прихожу, я даже сам прихожу туда, понимаю, что я прихожу просто получить как бы образование для себя. У меня есть друзья вне этой корпорации, вне этого коллектива. И мне в целом так комфортно. То есть я прихожу, да, у меня есть там с кем пообщаться, да, я там с ними общаюсь, но редко бывает такое, там, условно, наверное, человека 2-3 у меня есть с университета,
с кем я правда могу там на постоянной основе общаться где-то вне. А можно про человеческость? Вот заговорили о людях. Есть у вас какие-то принципиальные моменты, которые могут отвратить? То есть какие-то нюансы, которые могут вообще сказать, нет, с этим человеком я больше не буду общаться? Да, Есть? да, конечно. Какие? Пусть останется секретом. И что Это будет корпоративная тайна. Моя. Моя Я как схожу за корпорация. бумагой, подпишем, договорят. Просто, У вас? Нет, я просто про жизнь. Я просто Да, про да, жизнь. да, да, Я, да. да? То есть вот так вот. конечно. Сережа, Такие может, ты глубинные колонешься? принципы, это Да, корпоративная тайна. Нет? Ну, вы знаете, для меня такие люди это просто вот мрази. Они, к сожалению, есть. Ну, давайте называть вещи своими именами, потому что, вы знаете, это вечная борьба, мне кажется, на земле добра со злом, как мы это, ну, мы любим, да, чаще всего сказка. То есть, ну, вообще мы все с вами с детства выращены и взрослены как бы на сказках. Добро и зло. В сегодняшнем мире это, мне кажется, свет и тьма. И это вечная борьба. Есть люди светлые. Вот с этими людьми не просто хочется быть рядом, а с ними хочется творить, с ними хочется парить, с ними хочется и отдыхать, и хочется обнимать. Как бы это люди, из которых помимо света исходит еще много каких-то созидательных действий. А есть люди темные. Что это за люди? Ну, это реальные твари, это такие прям вот реальные мрази. А как вы это понимаете, как ощущаете? А это не надо понимать, как бы это. У него ну, майка то есть, с как бы, надписью «Мразь». если ты, ну, вы спрашиваете меня, как бы я отвечаю. Вот если такие люди, как я, например, которые любят жить, которые любят семью, которые за какие-то важные ценности, как бы о главном, да. Мне кажется, это очень видно, как бы, когда люди лгут, когда они юлят, когда они выстраивают все под себя, для себя, когда они не держат своего слова, когда они готовы воткнуть тебе, я не знаю, там не то что кинжал, а, наверное, топор просто в спину. То есть, как бы, это люди, без которых сегодня жизнь была бы скучна и неинтересна. Расстраивает меня только то, что сегодня их становится больше. Почему? Потому что талантливые люди, умные, они самодостаточны, им никто не нужен. Поэтому они как бы, ну так вот сами по себе, ну если они кучкуются, ну так, ну как-то. Но в основном они одиноки, скажем так. А вот люди, о которых мы говорим, которых становится больше, они не могут быть самодостаточными. Для этого они объединяются. И их должно быть много для того, чтобы добиваться своего результата. И они добиваются этого результата. Другое дело, что мы в какой-то момент нам становится скучно, и мы перестаем с этим бороться. И как бы где-то подсознательно каждый из нас думает, ну, добро всегда побеждает зло, ну, знаете, свет всегда побеждает тьму. Нет, дорогие друзья мои, это не всегда. И я вам должен сказать, что очень часто в этой жизни побеждает все наоборот. Вот. Расстраиваться по этому поводу не нужно, потому что я считаю, что всегда любое начало нужно начинать и спрашивать самого себя. Вот что ты для этого делаешь? Поэтому вы задали этот вопрос. Я на него отвечаю. Вот я всегда стараюсь быть честен с этими людьми и стараться как бы им говорить о том, что мне бы, например, не хотелось, чтобы они были. Вопрос тогда. Да. В драке бьете первым, как говорил, ну, есть такое мнение, что не можешь избежать драки, бей первым. Согласны с этим? Не всегда. Я вообще... Нет, в принципе, это не отторгает, не вызывает отторжения такое, вот, что вот в каких ситуациях надо бить первым. Это вопрос, ну, тестирован как внутренней интеллигентности, что ли, так у нас сейчас говорят. Но на самом деле, я-то придерживаюсь той точки зрения, что не можешь избежать драки, бей первым. Ну, есть у меня такое, ну, а вы? Ну, тут опять же, как бы, вот, понимаете, сейчас расшифрую, как бы, вот каждый из нас человек профессионален, причем как бы в чем-то своем. То есть мы не можем быть с вами во всех в разных областях. То есть каждый из нас может быть суперпрофессионалом, может быть просто хороший профессионал, но в чем-то своем.
В этом своем вы очень точно, поскольку если вы человек профессиональный, это значит, что вы не год и не два находитесь внутри как бы этого процесса. Вы очень хорошо знаете и ощущаете это пространство, в котором вы находитесь. А следовательно, вы знаете людей, которые проходят, которые были перед вами, с вами и которые будут после вас. Вы знаете тех, кто приходит. И как бы вы уже априори понимаете вот то, что формируется вокруг вас, чего бы вы не хотели иметь рядом, с чем бы вы не хотели бороться далее. Вы как бы уже для себя понимаете, что вы не хотели бы впоследствии бить первым. Поэтому вы делаете все заранее и сразу так, чтобы это даже не доходило до удара. Чтобы вы как бы избегали этого То есть удара. он свалился в кювет, а вы как бы к этому не имеете никакого Тем отношения. самым нет. Почему? Ну просто можно как бы участвовать в этом формировании. Тем самым как бы ударив первым, но без удара. То есть вот можно вот так. То есть я всегда за то, чтобы здесь быть чуть мудрее. Чуть как бы обходить вот это столкновение, чтобы не доводить его Не можешь избежать драки, достань перцовый баллон. до удара. Да. Вот. Но опять же, как бы еще раз хочу сказать, что вот из своего опыта могу сказать, не нужно жалеть людей, с которыми, как иногда как бы кажется, ну, можно держать какие-то нейтральные взаимоотношения, а может быть, можно их потерпеть. Не нужно. Этого делать не нужно. Огромное количество людей есть, которые мечтают о том, чтобы быть рядом с вами, которые были бы счастливы и работать с вами, и дружить с вами, и просто как бы вот, ну, радовать друг друга. Поэтому нужно все-таки находить именно тех людей, которые вам близки, которые ваши единомышленники или которые точно так же придерживаются каким-то принципам. Вот. Но... Сергей, извините, я чуть... Я задал первый вопрос, поэтому право последнего вопроса отходит к Михаилу. Да. Я был первым. Я хотел услышать, вот была такая фраза: Сережа слушает, молчит, но как скажет. И, Сережа, может, ты скажешь что-нибудь? Что сказать? Как бы, да, мы должны запомнить. Помнить то, с чего начиналось, и то, чем заканчивалось. Вот, скажем так. Так чем ты собираешься заниматься? Ну, возможно, стану актером. Вот еще. Я сейчас готовлю спектакль. Вот меня позвали, подруга позвала в спектакль сыграть. Прорекламируй что, давай. Вот. Называется, будет, короче, спектакль по произведению «Хорошей жены». Это продолжение «Маленьких женщин». Вот, спектакль будет 23 мая в театре ЦДРИ. Вот. Большой коллектив участвует в постановке? Там 8 человек, по-моему. Вот. Давно репетируете? Репетируем с Нового года где-то, ну, чуть-чуть позже, например, вот с конца зимы. Ну, удачи тебе, это серьезная задача. Да. Ну, так вот. Да. Ну, это вызов, на самом деле. Да. Это вызов, потому что наступает момент в жизни, когда ты сам, когда ни родители, ни бабушки, дедушки, как бы и никто уже тебе не поможет, потому что все мы или в кулисах, или в зрительном зале, когда тебе самому нужно выйти. Это то же самое, как в жизни. Вот ты выходишь в жизнь, и либо ты можешь это сделать, либо нет. То же самое, вот и Сережа выйдет на эту Сергей, вы сцену. сами приняли это решение, да? Ну, меня позвали, да, я сказал, что... Нет, вопрос, меня позвали, это одно, а вот Да. решение окончательно, то есть... Я, да, сам принял, что хочу попробовать. Вот, и... То есть учить текст, репетировать. Да, ходить но это все на самом деле, вот то, что учить текст, его не надо особо учить. Ты прочитал, как бы, и дальше это импровизация больше. А, да? И, ну, как бы читать по тексту, ну, это больше такое Это пошло. неинтересно, да. Ты должен сам, как бы, проживать свою роль, представлять, что ты сейчас вот другой человек, ты подстраиваешься под него, думаешь, как он. Ну, то есть взаимодействовать со своими... И вот даже вот человек, который играет с тобой в сцене, ты представляешь, что это человек, который персонаж, вот его, и ты представляешь его, как бы он поступил, вот, о чем бы он подумал сейчас, куда То есть он мог полное бы пойти. погружение Да, в материал да. и проживание, по сути.
Класс. Ну что ж, я так еще хочу сказать, что ведь примерно в это же время, в декабре, твой сын принял решение стать актером. То есть они же сверстники. Да, он мне сказал об этом, да. Ну вот как бы такая точка принятия решения. Всё. Вообще, Сережа, он у нас из поколения «не хочу». То есть это вот... Илья у меня такой, они из одного... Поэтому это не просто событие как бы в нашей семье, это событие года То есть для... родители всплакнули. так Потому сказать. что, Сережа, давай вот это не хочу, а может вот это не хочу, а пойдем не хочу, а не хочу. О, не хочу. Вот. Поэтому, когда подруга пригласила, и вот спасибо вам за вопрос, Сергей, я сам принял решение. Вы знаете, это вот прям реально, это большое. Говорят, молодых папу попустилов. Мама, это так... Не, ну это очень здорово, мы этого все очень ждем, и я абсолютно не сомневаюсь в том, что если, вот я говорил о том, что нельзя заставить, можно только заинтересовать, если Сережу это заинтересовало, это уже говорит о том, что он будет на сцене не Сергеем Филиным, а будет персонажем, будет как бы тем героем, который сейчас ему интересен. А ведь это очень интересный процесс, потому что он старается прочитать об этом, узнать больше, да, узнать как бы об этом времени, узнать о людях. Вот как раз то, о чем с вами мы говорили, столкнуться лицом к лицу с действительностью. Поэтому мы вас ждем. Последний вопрос ребятам. Скажите, пожалуйста, вот вы, скажем так, из семьи Филиных, да, на сцене будете принимать псевдоним? Да, нет. А зачем? Первый ответ Тоже нет, не буду. то же самое, да? Да. Тоже не буду. Все, у меня нет вопросов больше. Я на Это этом- был постскриптум. Это такой постскриптум. Поставил был. хорошую точку, и это был постскриптум. Но мы Спасибо. сегодня ответили на какие-то важные вопросы. На все. Абсолютно важное, потому Мы что... успели? Откуда... Не, была парочка еще, но... Нет, парочку мы, как говорится, раз у нас сейчас, вот что называется, мы пришли даже к каминг-ауту, а зачем нам менять фамилии, мы и сами по себе, что называется, сможем прославить. Так это Знаете, гордость. мне это очень приятно слышать, потому что очень не хочется, чтобы на тебе кончалось, вот я как отец самый высокий, очень не хочется, чтобы на тебе кончалась фамилия, на тебе кончалась история, да я думаю, Михаилу тоже не хочется, и вам, Сергей, тоже не хочется. Я Вот, задам вот сыну очень- вопрос. Мы все-таки хотим не останавливаться на достигнутом. Мы все-таки надеемся, что в нашей семье Филиных еще появится сестренка. Вот, может быть, ей будет позволено нарушить ход семейной фамилии. Вот, но у мальчишек, конечно, нет вариантов. Понял. Спасибо вам огромное. Огромное спасибо, Да, что вы спасибо пришли к вам. нам Хорошая сегодня беседа. на беседу. Беседа получилась изумительная, потому что я лично получил очень много ответов на вопросы, которые меня интересовали. У меня примерно, чуть постарше дочь, поэтому я какие-то вещи вот просто прям думаю, слушай, боже мой, бальзам на душу. Ни один я страдал, ни один я думал, ни один я ночей не спал вот над этими вещами. Ну как же так? Потому что они же первое цифровое поколение, и я просто с ума сходил от того, что видел. Спасибо большое. Всего Спасибо хорошего. вам, друзья. Спасибо. Спасибо.